Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить, нужно ли первой инициировать женщине знакомство с мужчиной и вообще подходить первой, быть активной, потому что все равно для российских женщин до сих пор это не очень свойственно. Я посмотрела статистику, около 90% все равно считают, что мужчина должен подходить первый, несмотря на какое-то равноправие сейчас, на вот, что называется, за что боролись, на то и напоролись, вот эта вот борьба за свободу и независимость женщин, она привела к тому, что женщины там занимают сейчас какие-то высокие посты, где-то даже смещают мужчин, да, и поэтому у мужчин немножко происходит такая нестыковка. Ну хорошо, раз вы такие сильные, все такие, все можете, почему вы тогда не можете подойти и первый познакомиться? Вообще мужчины сейчас редко подходят знакомиться, потому что ну, много ситуаций, когда женщины отказывают, поэтому мужчины считают, что это бессмысленно. Разберу в этом видео ситуации, когда женщина первое знакомится, к чему это ведет, хорошо это или плохо, и, в общем, скажу свое мнение. Но мне кто-то в комментариях пишет, что вот на Западе, да, мы действительно настолько все копировали, и нам хотелось все как на Западе, что вот мы идем по этому же пути, но на Западе уже нету выбора у женщин. Там вот у тебя 5 минут есть, если ты увидела какого-то симпатичного мужчину, вот, пожалуйста, 5 минут, если нет, то все, мужчину ты больше этого не увидишь, он испарится из твоей жизни. От чего это идет? От того, что, конечно, такие законы, что женщина может при любой ситуации там подать в суд или что-то такое, да, то есть там уже, если женщина сама не проявит это внимание, то есть с одной стороны мужчины боятся подходить первые, а с другой стороны уже настолько они к этому привыкли, что ну, как бы вот женщина сама подходит. Я не знаю, свойственно ли все-таки это российскому менталитету, потому что, ну, я не то что надеюсь, но как-то мне хочется верить, что все-таки вот есть еще мужчины в русских селениях, остались они, и хочется надеяться на то, что все-таки мужчины, они останутся мужчинами. Я могу сказать, что есть два фактора, которые очень сильно влияют на то, что мужчины не знакомятся. Первый фактор — это вот если убрать порнографические сайты, ну не все, конечно, там смести, да, но оставить что-то платное. То есть сейчас настолько свободно можно зайти и посмотреть все, что угодно, и бедные эти режиссеры этих взрослых фильмов уже не знают, как там им изощриться и придумать что-то новенькое, чтобы кого-то удивить, потому что удивить уже настолько сложно, уже столько всего есть, и на мой личный взгляд это очень сильно влияет, потому что, ну, в общем-то, да, какой-то процент мужчин смотрит эти фильмы, и, в общем-то, на этом вся их такая сексуальная жизнь заканчивается. И второй вариант — это вот убрать женщин, не тех, которые вот как всегда, вот как ночные бабочки, да, всегда были, вот их оставить, а тех женщин, которые, ну, сейчас готовы очень быть этими легкодоступными и готовы на первом свидании отдаться. В общем, вот эти два фактора, если убрать, на мой личный взгляд, ситуация кардинально поменяется, и мужчины все равно будут подходить. Но другой вопрос, а с другой стороны, действительно, почему бы женщине первой не подходить? Надо сначала разобрать, что как для мужчины, так и для женщины это не является вот прям вот какой-то суперлегкой задачей, да, и если есть какие-то чувства, то с этим сложнее мужчине будет подходить. У некоторых там ноги подкашиваются, кто-то не знает, что сказать. Вот. Ну и также, в общем-то, это все у женщины работает. И у мужчин, конечно, есть вот эта вот проблема отказа, то есть это очень сильно бьет по самооценке, по самолюбию, что, собственно, также происходит у женщин. В общем, ничего не меняется. И я уж извиняюсь, что я тут рядышком со взрослыми фильмами говорю о высоком, о прекрасном. Например, письмо Татьяны Лариной, да, первое приходит на ум, вот когда это был такой нетипичный случай для того времени, женщина первая проявила свои чувства в письме. Она написала Онегину, когда его увидела, она поняла, что это он. Вот. Но другой вопрос, что Онегин на это не среагировал, потому что она была там
для него не очень интересно, ну, сначала. Потом, когда она уже начала выходить в свет, получила какой-то статус, он вот как раз вот эта вот фраза, что чем меньше любим мы женщину, тем больше нравимся мы ей. Вообще, надо сказать, что это работает в обратную сторону, это все то же самое у женщины в основном происходит. Вот на мой личный взгляд, оптимальный вариант для современного времени — это именно когда женщина, вот у мужчины есть тестостерон, да, вот это вот альфа такое, да, вот то, что привлекает очень мужественность мужчине, а у женщины есть экстрагенность, вот это вот женское поведение, кокетство, вот то, что очень привлекает мужчину. И поэтому я думаю, что оптимально, если вот, представьте несколько случаев, к примеру, да, вот идет мужчина, он какой-нибудь там в своей работе, идет, и тут женщина за долгое время понимает, что вот он, вот как Татьяна Ларина поняла, что вот он, Онегин, вот такой вот. И вот что остается женщине? Проявить внимание первое. Она может аккуратно, легко это показать. Женщина от природы совершенно все понимает и все знает, как ей это сделать. Поэтому это не составит абсолютно женщине никакого труда. А мужчина здесь уже должен вот проявить внимание. Потому что есть, знаете, есть случаи, вот тоже я читала где-то на форуме, девушка гуляла с собакой и познакомилась с молодым человеком. Ну, они просто там говорили о собаках сначала, потом о чем-то другом, в общем, так завязался разговор. И она взяла его номер телефона сама, то есть она проявила первое внимание, и потом его пригласила куда-то. Они сходили, и все, и он пропал. Она ему звонила, писала, он там сначала и не брал трубку, это вообще свойственно мужчинам, да, то есть, ну, не сказать сразу, что извини, вот у нас ничего не получится, к примеру, а это где-то пропадать, это что-то не говорить. Вот мне кажется, кстати, очень достойный вариант именно вот, ну, честно говорить, в общем-то, что в этом такого. Ну, мне кажется, что в этом нету ничего обидного. Девушка, наоборот, не будет сидеть и не будет переживать и думать, господи, что почему он не звонит. Вот часто такое бывает, да, то есть кому больше нужно, тот и является вот этим двигателем, чтобы дальше были какие-то, ну, продолжение банкета, что называется, да. И потом, когда она уже была очень настойчива, он сказал: извини, пожалуйста, ну, в общем, я занят, и вообще сейчас мне не до этого. И женщина очень быстро поняла, переключилась, проходит какое-то время, и они снова гуляют с собакой, ну, снова встречаются, и он говорит: слушай, а ты куда пропала? Она говорит: ну, я поняла, вроде тебе это не интересно, да и вообще тут я своими делами занялась, у меня столько всего. И он как стал активным, он как ее начал везде приглашать. Вот, и после этого она сказала: все, чтобы я больше. И вот таких, кстати, случаев очень много, чтобы именно женщина, когда проявляет внимание, ну, может быть, где-то здесь навязчивость, да. Помните, как в служебном романе она все писала эти письма, и настолько она его уже стала напрягать этим, что он уже не знала, куда деться. Когда, конечно, ну, не нравится человек, то любое знакомство, оно будет, ну, как бы ни познакомился, оно будет не очень приятно, потому что ты получаешь это от не очень приятного тебе человека. То есть есть категория женщин, которые говорят, что да чтобы знакомиться, во-первых, это постыдно, нет, я этого делать не буду, я лучше буду одна сидеть, горевать, но никогда не подойду. А вторая категория женщин, которые легко могут подойти, то есть вообще не видят в этом ничего такого, но при этом сталкиваются с тем, что мужчина может еще как-то где-то соглашаться с самого начала, потом просто пропадает. Вот. Ну и третья категория женщин, у которых все складывается, и говорит, что да если бы я первой не подошла, то у меня бы сейчас тогда такого не было замечательного мужа. Есть хорошая китайская пословица: если вы сделали 5 шагов навстречу человеку, а он не сделал вам эти 5 шагов, то разворачивайтесь и уходите. Что эта пословица несет в себе? То, что, во-первых, вы постарались, вы это сделали, вы не сидели сложа руки. А второе — это то, что не нужно стучаться в закрытую дверь.
Вот, понимаете, иногда действительно этого делать не нужно. Знаете, некоторые пишут, а почему я должен, почему не женщина должна? Вы знаете, вот так же можно ответить, что мужчина — это мужчина. И почему он мужчина? Вот так получилось, так же, как и женщины. Это женщина. И кто-то там открывает ящик Пандоры, и прям вот... Я вам сейчас вот все расскажу, вот некоторые мне пишут в комментариях, они прям все знают про женщин, откуда все какие проблемы, да, идут. Ну, мы похожи, но мы на самом деле очень разные. И мне кажется, что, в принципе, наверное, не будет такого, что на 100% вы поймете женщину, потому что мужчина, конечно, попроще и полегче. И мне интересно очень еще такой момент, давно ли вы, мужчины, делали комплименты, например, ведь при знакомстве можно сделать комплимент просто, и это даже, знаете, как лайфхак такой современный, потому что, чтобы выделиться, вот вы можете сделать комплимент. Мне недавно был случай, я пришла в МФЦ, и там был мужчина лет так 70, если я не ошибаюсь, или 80, и он перед тем, как сесть, сказал: где же вас таких красивых набирает? Это его обслуживала женщина. Много всяких приятностей, но так все очень деликатно, знаете, без перегибов. И в конце он сказал: спасибо большое, вам было очень приятно с вами общаться. Ну, понимаете, это джентльмен. Вот сколько таких осталось, и почему бы мужчинам снова не начать делать комплименты, а женщины достойные, они появятся. Все. Природа, вот она настолько гармонична, и когда что-то происходит, то, что не по природе, да, происходят какие-то аномалии. Поэтому все, чтобы уравновесить, нужно, чтобы это, вот знаете, мне напоминает, если вот так вот мальчик вот так вот в позу стоит, и девочка вот так вот в позу стоит, и вот они говорят: я не пойду, и я не пойду, и все, и никто друг к другу не пойдет. Поэтому нужно кому-то начать. И в заключении могу сказать, что я не вижу ничего плохого, если женщина будет подходить первая. Но опять же, я больше за то, чтобы женщина по-женски как-то показала, аккуратно и женственно. А мужчина уже это подхватил, и все равно был с мужским началом мужчина. Вот понимаете, интересное время, то есть женщины хотят быть независимой, при этом все равно они хотят, чтобы рядом был сильный, а она была слабой с ним. Поэтому мужчины тоже хотят вроде доминировать в отношениях, но опять же не все уже, да. А есть категория мужчин, ну, таких альфа-самцов, скажем так. Вот. Но есть часть, которая хочет доминировать до сих пор. И мне, кстати, в комментариях пишут, вот у меня тоже нестыковка такая происходит, мне пишут о том, что мы хотим, вот где ты сейчас нашла девушку, сейчас везде вокруг женщины. Понимаете, вот у меня нестыковка в чем происходит? То есть, если вы хотите юную, нежную, молодую девушку, которая хранит себя для одного мужчины, она вся такая вот, как ей мама, к примеру, говорит: вот ты мой цветочек такой нежный, да, и при этом, если вы сами сейчас не знакомитесь, то есть она должна быть сильная, подойти сама, да, проявить внимание к вам. То есть, ну как вот этот нежный цветочек может быть вот таким вот таким? То есть немножко непонятно. Ну и все-таки не будем забывать о том, что, ну, есть такое понимание, что мужчина охотник и завоеватель. Вот как раньше там были какие-то поединки, какие-то там даже сражались ради женщин, что-то такое было. Сейчас тоже, конечно, некоторые говорят: да сейчас таких женщин нет, ради кого там какие-то свои геройства проявлять. Все равно женщина ждет какого-то героя для себя, так же, как и мужчины некоторые с детства
детства мечтают встретить свою принцессу. Ну, я так условно говорю, свою любимую женщину, ради которой он и станет этим героем. Потому что, общаясь с каким-то количеством мужчин, я слышу о том, что мужчины хотят сделать какой-то, ну, не подвиг жизни, там, как Геркулес, да, но, тем не менее, какие-то поступки хочется мужчине, и это нормально по мужской природе сделать. То есть таким образом мужчина себя чувствует реализованным. Есть разница, вы придете на рыбалку, и рыбка будет сама ловиться, или вы придете на охоту, и заяц к вам сам побежит. Но в этом не останется никакого интереса. Так же, как и при знакомстве. Женщина же должна быть загадкой, поэтому загадочность в этом смысле может оставаться, ее можно растянуть подольше, чем вы сразу узнаете человека. Но здесь опять же, понимаете, здесь все кому что нужно. Вот есть категория мужчин, которым нужно, чтобы женщина сама пришла и все, например, сделала за него, да, всю жизнь ему расписала, и он будет под крылом. А какие-то мужчины, они доминанты, в них мужское начало очень сильное, они сами хотят все в жизни выстроить и сделать по жизни. Если говорить, какой тип мне больше симпатичен, мне больше симпатичен вот этот тип мужчин. И здесь, понимаете, здесь еще такой момент, что да ладно уж, кто первый познакомился, главное, чтобы как в дальнейшем развиваются отношения. Вот это самое главное. Можно по всем правилам познакомиться и при этом не пробыть и года. Но по статистике я почитала больше пар дольше вместе. Уже тут сложно сказать, что всю жизнь, но дольше, хотя бы так, да, с плюсом. Это пары, когда мужчина все-таки первый подходил, а не женщина. Ну, я вам в любом случае желаю, если вы хотите познакомиться, чтобы это знакомство состоялось. Вот. Так что вот так вот. И увидимся уже завтра в следующем видео. До новых встреч. Пока.